На этом канале мы много времени посвящали историческим личностям, жившим в древности. Часто касались вопроса загадок ухода их из жизни. Там понятно, дела давно минувших дней. Историки не имеют достаточного количества доказательств, документов, чтобы сделать выводы, почему и когда ушел из жизни тот или иной исторический персонаж. Но загадками остаются события прошлого 20 века. Хотя, казалось бы, он закончился недавно. Документов сохранилось много, живы еще люди, которые принимали участие во Второй мировой войне, хоть их осталось очень и очень мало. До сих пор неизвестно, как завершил свою жизнь второй человек в гитлеровской Германии Мартин Борман. А то, что он был первым после Адольфа, сомнений нет. Гитлер сам намекал, что его пост в случае чего должен занять именно Борман. Мартин много сделал для Рейха, много плохого для мира. Хотелось бы точно знать, что с ним случилось, как и когда он ушел из жизни. Но ответа нет, зато есть интересные версии, о них я и расскажу. Бормана уничтожили в Германии в 1945 году. Самая скучная, но и может быть наиболее вероятная версия. Люди любят придумывать интересные легенды. Гитлера мы уже тут вспоминали. Есть же версии, что он не покончил с собой в Берлине, а отплыл в Латинскую Америку. Рассказывают такое и про Бормана, об этом мы еще поговорим, пока же про Берлин. Лидер нацистской молодежи Артур Аксман вспоминал, как в начале мая он с Борманом, врачом Штумфрегером и пилотом Гитлера Бауэром пытались спастись бегством. По показаниям Аксмана, которого задержали, Мартин Борман пересек Шпрее и укрылся за танком «Тигр», который накрыла советская артиллерия. То есть Артур был убежден, что соратник по партии погиб в Берлине в 1945 году. 640 встреч с Борманом. До 70-х годов прошлого века ЦРУ, немецкое правительство и другие силы искали Мартина Бормана. Тем более, что постоянно поступали сигналы о том, что секретаря Гитлера видели в какой-нибудь из стран мира. Вот лишь небольшой список. Аргентина, Испания, Чили, Парагвай, Боливия, Советский Союз. Кристофер Крейтон, британский разведчик и автор книги «Загадка Бормана», был уверен, что Мартин провел свои последние дни в Парагвае и ушел из жизни в 1959 году. Симон Визенталь, известный как один из охотников за нацистами, писал, что Борман не сидел на месте, а путешествовал по всей Латинской Америке. Все может быть, ничего нельзя исключать. Но если то, что Борман обосновался в Латинской Америке, факт, то нужно принять версию, что Гитлер тоже там прятался. А это опровергается, пусть не железными фактами, но неплохими аргументами. Хотя, может быть, Борман провернул то, что не смог сделать Гитлер. Возможно, Адольф остался в Берлине, а Мартин смог сбежать. Товарищ Борман. Интересная для российского жителя версия. Рейнхард Гелен, который был в свое время довольно успешным нацистским разведчиком, выдвинул версию о том, что Мартин Борман работал на СССР. Когда война подходила к концу, секретаря Гитлера вывезли в Москву, и в Советском Союзе он остался. Наверное, жил где-нибудь в Подмосковье, выращивал картошку. Готовя материал, я наткнулся на один интересный комментарий в сети. Мартин Борман был вывезен в Россию. Мы его знаем как Юрия Висбора. Конечно, это только шутка про Висбора. А вот про то, что Борман действительно был советским разведчиком, эту теорию разделяют многие эксперты по всему миру. Возможно, благодаря Борману СССР победил. Тяжело представить, но это было бы очень забавно, окажись правдой. Останки. Несмотря на то, что кажется дело верное, нужно отметить, что информация, которая будет изложена далее, все еще ставится под сомнение. В 1963 году некто Альберт Крумнов, работавший на почте, дал показания. Он пояснил, что в 1945 году в Берлине натыкался на останки двух людей, предположительно Бормана и Штумфрегера. Тела были захоронены вблизи дома номер 63 по Инвалидештрассе. Название это какое? Штрассе. По-немецки улица. Останки начали искать и обнаружили только в 1972 году. Удалось найти скелеты с осколками стекла во рту. Появилась версия, что Рейхсляйтер и доктор приняли яд, видимо, чтобы не попадать в плен к советским солдатам.
В 1973 году была сделана реконструкция лиц, найденных в Берлине, а в 1998 году немецкое правительство заказало экспертизу ДНК, которая подтвердила, что приговоренный Нюрнбергским трибуналом к повешению Борман ушел из жизни весной 1945 года в Берлине. Этот вывод ставится под сомнение некоторыми учеными по одной причине. После того, как ДНК-тест был проведен, останки Бормана кремировали. Зачем? Не исключено, что повторных экспертиз никто не делал. А если так, значит немецкое правительство что-то скрывало. Это лишь подозрение, но оно мешает сделать однозначный вывод о судьбе Рейхсляйтера. Кое-что о жизни. Современники Бормана вспоминали, что секретарь Гитлера был человеком неотесанным и закрытым. Гибель фюрера его просто поразила. У Бормана родилось в браке 9 детей, со всеми в разное время общались журналисты. Интересно, что некоторые дети полностью поддерживали папу и считали его золотым человеком, а мы тут с вами наговариваем на товарища. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.